Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего первого квартала 2026 года и будем, друзья, говорить о городе Днепр, бывший Днепропетровск. Поговорим с помощью статистических данных, или точнее применяя статистические данные, разберемся в процессах, которые я наблюдал на протяжении одного месяца, то есть период сравнения будет сравнивать январь, февраль, март, февраль с мартом, и это колебательные процессы называются. И также будем смотреть, что произошло на протяжении одного года. Это уже тенденции, сравнивать март 2026 года с мартом 2025 года. Поговорим о первичном, вторичном рынке в разрезе классификации. В конце видео, традиционно подводя итоги, сделаю прогноз до, наверное, второго квартала уже. Это первое полугодие 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и призму цифр. Попробуем разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр. Благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, где мы видим, куда входят два крупных областных города-центра. Это город Днепр, город Запорожье. Сегодня мы говорим о городе Запорожье. Ну, понятно, что Донецк, Луганск, мы о них не говорим. А до войны и Донецк, и Луганск также входили в данный регион. Вот немножко отвлекусь. Вчера я записывал видео по Причерноморскому региону, где территория Украины сокращается как шагреневая кожа. То есть Крым не наш, часть, в общем-то, получается, Херсонской области, да, занята. Запорожье, мы будем говорить это чуть позже, наверное, да, завтра запишу по Запорожью. То есть мы видим, как медленно, еще раз повторюсь, как шагреневая кожа сокращается территория Украины. Это, в общем-то, достаточно, как оно называется, печальное зрелище. Также мы констатируем факт, что Донецкая область, Луганская область, Луганская область, по-моему, уже вся, а Донецкая область частично еще под контролем вооруженных сил Украины. А большая часть это, естественно, под контролем Российской Федерации. Итак, вот такая вот невеселая картина на юго-восточной части Украины. И, конечно же, Донецко-Приднепровском регионе. Ну так, это отступление. Давайте говорить о недвижимости. Видео посвящено недвижимости. Город Днепр, друзья, бывший Днепропетровск. Говорим о краткосрочных процессах длиной в 1 месяц. Период исследования у нас всего лишь февраль-март 2026 года. Ну, начнем с населения. Довоенного населения, друзья, 966 тысяч. То есть это город практически миллионник был. Сейчас, ну, я предполагаю, что тысяч, наверное, 700 живет. Как минимум 1200, а может больше уехало. У меня много друзей в Днепре живут. Ну, кто смотрит меня, напишите визуально, насколько больше людей стало или меньше. Вам, наверное, как оно видно, цифры точно не знаете, но визуально можно увидеть, что больше людей на улице или там в транспорте и так далее. Буду признателен. Переходим к показателю очень важному. Это количество предложений, которые мы зафиксировали, я и компания Olymp Consulting, с помощью программного обеспечения Olymp News, на которое у меня есть патент, есть авторское право, то есть собирает данный софт огромные массивы статистических данных, то есть по-простому объявления, которые выставляются на всех крупных интернет-порталах. Так вот, количество предложений по жилой недвижимости в городе Днепр, только подумайте, друзья, 40 310 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок.
Ну, это кто вот знаком со статистикой, да, или там оценщики мне смотрят, да, мне всегда нравится методология, которую применяют оценщики, да, там есть сравнительный подход, и когда там сравнивают 5 аналогов. Ну, это вот просто ни о чем, это такая профанация, в общем, ну, это такое дело. Суи почему-то вспомнил оценщиков. А здесь мы видим 40, то есть генеральная выборка, в которую попали, причем она однородная выборка, определенного класса жилье попало, 40 тысяч, то есть она абсолютно, она репрезентативна, и больше того, что релевантно, то есть однородно и соответствует тем классам, о которых мы сейчас будем говорить. Итак, мы видим, что снижение минус 0,6% за месяц по предложениям. Ну, я так предполагаю, что это связано все-таки с отсутствием электричества, частично выключается, хотя сейчас попроще, получше стало. Возможно, с этим связано. Почему? Потому что у людей мы мониторим еще раз выставленные для продажи квартиры, которые публикуются на интернет-сайтах, порталах, электронных досках и так далее. Следующий показатель, друзья, социальное жилье, это стоимостной показатель. Не путайте, пожалуйста, с ценой. Мне вот тут недавно написал там кто-то, да, из моих подписчиков, спасибо, что пишете. Так вот, отвечу на вопрос, что такое стоимость и что такое цена. Вот он мне задал прямой вопрос. Андрей, мне так очень сильно не верится в том, что вы говорите о цене недвижимости. Я и не говорю о цене недвижимости. Вот эти две разные дефиниции. Стоимость и цена. Поэтому многие предполагают, что это одно и то же или одна и та же смысловая нагрузка. Нет. Давайте очень кратко расскажу, что такое цена. Цена – это деньги конкретно, которые были переданы за объект недвижимости. Ну, там более умная формулировка на открытом, в общем-то, рынке, да, открытый рынок имеется в виду там, где нет ни монополий, ни олигополий, то есть это рыночная цена получается, но ее знают только, друзья, внимание, покупатель и продавец, ну, конечно, риэлтор, если он присутствует в сделке. Я говорю вам о 40 тысячах предложений на рынке. Я уверен, что риэлторы, ну, если ну, четвертая часть обслуживает вот эти сделки, да, которые теоретически могут быть, это всего лишь предложение, то они могут там что-то предполагать. А я же говорю о стоимости. Надеюсь, я вас не запутал. Стоимость – это предполагаемая стоимость квадратного метра, за которую может быть продан тот или иной объект на открытом конкурентоспособном рынке. Ну вот так, чтобы не углубляться там в какие-то терминологии, я думаю, что понятно, да? Итак, социальное жилье, друзья, внимание, мы говорим о марте месяце. Кто меня смотрит давно, он знает. Январь, февраль, март, 3 месяца мы видим, как социальное жилье, самый крупный класс рынка недвижимости, эксплуатируемый в Днепре и в Украине, показывает динамику снижения. То есть, друзья, я предполагаю, что это уже тенденции, и мы их будем видеть весь оставшийся 2026 год. Дальше. Социальное жилье аренды, друзья. Ну, еще один показатель. Вот здесь мы сравниваем долгосрочную аренду, поэтому мы сравниваем четвертый квартал, видим декабрь 2025 год с первым кварталом. Это у нас... А почему вересень? Березень, друзья. Я прошу прощения, да, я березень. Это ошибка. Чисто вот торопился и попутал, что называется. Да? Не без попутал, но вот вместо березня написал вересень. Так вот, вересень – это 9 месяц, березень – это 3 месяц, март месяц. Так вот, март месяц показал нам динамику роста по аренде, друзья. Но это безумие, потом мы поговорим об этом, на 1,36%. То есть средняя стоимость аренды одной, двух, трехкомнатной квартиры в марте месяце $374 в целом по городу Киеву. Это месячная аренда. А следующий показатель эконом-комфорт бизнес-класс – это стоимостной также показатель по вторичному рынку. Здесь снижение, друзья, впервые ну не впервые, а вот 3 месяца
январь, февраль, март мы наблюдаем, что и эконом-комфорт бизнес-класс вслед за социальным жильем начинает показывать динамику снижения, минус 0,25%. Первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класса, рост плюс 0,39%. Но это закономерный процесс, я об этом всегда говорил. Первичный рынок, в отличие от вторичного, исключительно все договора в этих самых в национальной денежной единице, то есть не в долларах, как на вторичном рынке, хотя там тоже договора подписываются, договор купли-продажи, указывается стоимость в гривне, в привязке к доллару, а люди передают доллары друг другу, продавец и покупатель. А вот первичный рынок, он именно и отличается тем, что передает компании-застройщику потенциальный инвестор гривневые какие-то средства. То есть он в гривне. Так вот, гривна обесценивается по отношению к доллару. Посмотрите курс в январе месяце 2026 года. И сейчас это вам станет все понятно. То есть обесценивается денежная единица, включаются инфляционные процессы, соответственно, дорожает что кирпичи, всевозможные материалы строительные, свет, также дорожает стоимость работы людей, которые работают, энергоносители дорожают. Соответственно, это влечет за собой увеличение стоимости квадратного метра на первичном рынке, так как это очень сильно влияет обесценивание именно гривны по отношению к доллару, сильно влияет на стоимость. То есть здесь логика как бы прослеживается. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также подорожали за месяц плюс 0,26%. Ну и первичный рынок элитный класс впервые в этом году, март месяц, мы увидели снижение минус 0,38%. До этого медленно, уверенно и элитный класс показывал динамику роста. Возможно, это всего лишь колебательные процессы длиной в один месяц. Мы сейчас о таком периоде сравнения говорим. Но все может быть, мы видим. Давайте вернемся. Как социальное жилье, вторичный рынок дешевеет 3 месяца. Как эконом-комфорт бизнес-класс, вторичный рынок дешевеет 3 месяца. И вот уже 1 месяц дешевеет первичный рынок, элитный класс, хотя должен показывать динамику роста. Ну, посмотрим, друзья, время же быстро идет, я каждый месяц записываю подобные видео. А следующий слайд, здесь мы с вами поговорим уже декомпозированно, информация будет декомпозирована или более, так сказать, там данные сводные, а здесь они такие более подробные. Да. Мы видим город Днепр в разрезе административных районов и говорим о социальном жилье, которое снизилось за месяц минус 0,36%. Что бросается, друзья, в глаза? Что наименьше всего подешевела недвижимость в Самарском районе. Но это не удивительно, это спальный массив, вперемешку там заводы, газеты, пароходы. В общем-то, у меня там, кстати, родственники жили до войны. И, конечно, так себе, райончик так себе назовем, да. Это как в Запорожье есть такой район заводской, то в Самарске примерно похож. Поэтому он самый бюджетный, недорогой, естественно, снижение здесь мы видим наиболее всего, минус 0,41%. Ну и меньше всего снизилась недвижимость за месяц, мы видим, друзья, в Соборном районе, минус 0,31%. Напомню вам, что мы говорим о социальном жилье. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы будем говорить об аренде, социальное жилье, именно социальное жилье. И обратите внимание, вот здесь сначала эти обобщенные данные, потом, когда будем подводить итоги, я вам более, так сказать, подробно расскажу об аренде. Итак, видим, что рост за один квартал, сравнивая декабрь 2025 год с мартом 2026 года, рост 1,36%. Но вот это уже безумие. Почему? Оно на квартале вроде не видно, а когда мы будем говорить и сравнивать, что произошло за год, то есть там рост уже просто значительный. Я не знаю, с чем это связано, хотя предположения есть, и о них поговорим в конце видео. А следующий слайд – это уникальный слайд, уникальный контент, который появился благодаря вам, мои подписчики. Вы просили и просите, покажи, Андрей, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. А это уже 4 года.
И сколько там, февраль, март, да, ну почти там 2 месяца. Итак, давайте начнем с того, что март месяц 2022 года, это у нас поквартальное исследование. На примере социального жилья самого большого класса рынка недвижимости, который эксплуатируется в городе Днепр и в Украине. $626 за квадратный метр. Первый год показал нам снижение порядка 9-10%. Можете посмотреть, реперные точки есть. Второй год также показал нам снижение, хотя были моменты там поквартально, где динамика была положительной. То есть это было связано, помните, второй год войны, контрнаступление. И как бы нам со всех утюгов говорили, что война быстро закончится в Крыму. И как бы народ, который продает, поставил рынок недвижимости на паузу или продажу своих квартир. Я думаю, именно с этим связаны были незначительно вот эти колебательные процессы в сторону увеличения стоимости. Ну, третий год войны, друзья, был самый тяжелый, там порядка 14% снизилась стоимость квадратного метра. А четвертый год войны показал нам там, по-моему, второго полугодия с какого-то перепугу начала расти недвижимость в городе Днепр, прифронтовой город, да. При этом, кто меня смотрит, и в Одессе стоимость квадратного метра начала расти, но только с января месяца, а здесь с июня месяца, в декабре, вернее, с июня месяца в Днепре начала расти. Ну вот видите, все, как оно, вот эти колебательные процессы, мы их отслеживаем, фиксируем. И с января 2026 года мы увидели, что стоимость квадратного метра медленно и уверенно стала снижаться, что должно соответствовать действительности. Не может при фронтовом городе расти стоимость квадратного метра. Это безумие. Да, колебательные процессы присутствуют длиной в полгода, но я их отследил и показал вам. Когда будем говорить о прогнозах, ну, я тогда как бы продолжу эту тему. Всего, друзья, вот здесь внизу данные экселевские посчитала Excel за вас. Период сравнения, естественно, март 2022 год, $626 за квадратный метр. И уже март 2026 год, что, друзья, $546 за квадратный метр, снижение 12,78%. Ну, 13% за 4 года войны мы увидели снижение стоимости квадратного метра. Да, друзья, именно так ведет себя рынок недвижимости. Люди, которые говорят об обратном, что все пропало или наоборот все хорошо, у них то стоимость растет там на 50%, то снижается на 70%. Друзья, это не фондовый рынок. Фондовый рынок ведет себя, конечно же, по-другому, потому что он спекулятивный. Там вы можете за одну торговую сессию или разбогатеть, или же, так сказать, стать нищим. Да? Все зависит от того фундаментального анализа, который должен присутствовать у любого игрока на фондовом рынке. Зачастую этим занимаются брокеры, да, которые так себе, может быть, что-то понимают. Ну, не будем сейчас не об этом речь, хотя у меня есть видео, записанное по фондовому рынку. Записывал я его с моим хорошим приятелем Сергеем Пузенко. Итак, друзья, рынок недвижимости ведет себя прагматично. Там, где вторичный рынок, а мы говорим о вторичном рынке, там ни в коем случае не может быть вот это там все пропало, минус 50% снижения или рост плюс там 100%. Здесь живут люди, которые решают свои бытовые проблемы. И просто так квартиры не продаются. Поэтому именно так достаточно видим незначительно, медленно, но уверенно наблюдаем снижение стоимости квадратного метра. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы поговорим о колебательных процессах длиной в 1 месяц. Эконом, комфорт, бизнес-класс – это вторичный рынок. Снижение минус 0,25%. Посмотрите по административным районам стоимость квадратного метра, как сильно отличается. Также снижение в процентном соотношении за 1 месяц. Следующий слайд, здесь первичный рынок, квартиры эконом-класса выросли плюс 0,39%. Вы также можете посмотреть по административным районам.
в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. И, конечно же, в данном случае рост в процентном соотношении также по административным районам. А следующий слайд – это первичный рынок, квартиры комфорт, бизнес-класс. Также динамика роста за месяц плюс 0,26%. По административным районам в абсолютных цифрах можете прочитать стоимость квадратного метра. Также рост в данном случае в процентном соотношении. Ну, последний слайд – это по колебательным процессам. Это первичный рынок. Квартиры элитного класса строятся не только всего лишь в 3 административных районах. Это Соборный, но это центральный почти район, Шевченковский, центральная часть и центральный район. И то, как очень сильно отличается стоимость одного и того же элитного класса жилья в зависимости от локации или же нахождения в том или ином административном районе. Здесь мы видим снижение за месяц, ну, прочитать можете сами. Дальше, друзья, традиционный мой слайд. Здесь мы говорим, а что же произошло за год с недвижимостью на примере класс социальное жилье. Самый большой класс рынка недвижимости. Итак, видим $530 стоимость квадратного метра в марте 2025 года. Вот здесь очень хорошо видно, что с марта, именно с марта месяца, ну, в данном случае, да, видим динамика роста, потом незначительные вот тут колебательные процессы снижения, и до декабря месяца мы видели, в общем-то, как недвижимость росла, ну, с какого-то перепугу, как я говорю. А здесь январь, февраль, март, мы видим, что медленно и уверенно стала стоимость квадратного метра снижаться. И я предполагаю, друзья, что это начало тенденций. А тенденции это как раз вот то, что вы сейчас видите. Их можно отследить, когда рисуете вот такие подобные графики. Да. Если уже полгода мы будем наблюдать вот эту динамику снижения, это можно говорить тенденции. Сейчас пока это только колебательные процессы. Но все может быть, это мое предположение, что все-таки рынок недвижимости города Днепра будет показывать нам динамику снижения. Для этого есть все основания и самые, ну вот я применяю в прогнозах метод многофакторного анализа, о котором поговорим уже в конце видео. Так вот, когда в экономике все плохо, рынок недвижимости не может показывать динамику роста, это очевидно. Но в целом за год динамика роста сохраняется, плюс 3%, округлим в меньшую сторону. То есть за год стоимость квадратного метра выросла. Друзья, немного рекламной паузы. Вот здесь обратите внимание, индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, социальное жилье. Единичка, запятая 0,30. То есть положительный индекс. Что такое индекс недвижимости? Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Или в данном случае мы говорим о квадратном метре. Он считается очень просто, если у вас есть статистические данные. На примере данного класса покажу, как считается. 546 делим на 530. И получаем или рост в годовом измерении в процентном соотношении 3%, или же вот этот положительный индекс также роста. На протяжении многих лет, больше 10 лет уже, наверное, я и компания Limp Consulting готовим для крупных украинских системных банков индексы по всем сегментам рынка недвижимости. Также для коммерческих иностранных банков, которые работают на территории Украины. Я также знаю, что меня смотрят люди, которые, фокус-группа, да, людей, это управление по рискам, люди, которые работают в банках, или же риск-менеджменту. Данная категория специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере вот данного графика рисунка вам это показываю. Поэтому вот эта синергия знаний ваших и моих, она помогает и вам развиваться в вашем сложном бизнесе, и также развиваться мне и заниматься наукой дальше. А для того, чтобы меня найти, вы посмотрите описание канала, там, значит, есть мой телефончик, Viber телефон.
этот самый, как он называется, Киевстар, да, Киевстар киевский, ну, кипрский есть телефон. В общем, можем созвониться и составим техническое задание или списаться, как удобнее будет, и вы будете получать исследования по всей недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть, еще раз повторюсь, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, и вы будете знать, благодаря моим отчетам, исследованиям, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то средства. Или же растет, вот как здесь на данном промежутке, да, или же снижается. То есть мы делаем поквартальные отчеты. Итак, друзья, это была реклама, без нее никак нельзя. Ну и последний слайд, наверное, самый интересный, будем уже говорить о прогнозах. Подводя итоги, вверху я просто оставил вот этот слайд, о котором мы говорили, о тенденциях, да, рост на 3%. Повторяться не буду. А вот внизу, друзья, это новая табличка данных, где мы будем сравнивать аренду этого же класса. Это класс социальное жилье, напомню. Март 2026 с мартом 2025 года. Вот здесь опять ошибка у меня, извините. Всегда где-то делаю ошибки. Так вот, если обращая внимание на красный вот этот подводящий итоги, друзья, ну стоимость квадратного метра выросла, не квадратного метра, а аренды выросла на 6,44%. То есть это безумие, сразу вам могу сказать, я объясню, почему это безумие. Это за предел влажных мечтаний любого человека, который сдает в аренду свою недвижимость. И на простом примере вам приведу. Вы видите, что здесь у нас все в долларах, да, вот, то есть я не случайно привожу статистику по вторичному рынку в долларах, потому что она продается, эта недвижимость в долларах. А вот аренда сдается за гривны, но я также перевожу по курсу Национального банка, чтобы единица измерения была одна, чтобы вы понимали, что происходит. Так вот, если у вас, предположим, есть некая сумма денег, то, ну, допустим, 10 тысяч долларов, вы захотели получать пассивный доход и пошли в финансовое учреждение, любое, которое работает на территории вашего города или Украины, для того, чтобы положить на депозит свои 10 тысяч долларов. Вы с ужасом для себя узнаете, что вы за год получите пассивный доход, который будет равен 1,5%, но, скорее всего, это будет 1%. Вы чувствуете, какие риски вы будете нести? Ну, целый год банк будет пользоваться вашими 10 тысячами долларов, и вы получите 1%. 1% это сколько там? Получается 10 тысяч сейчас. Это что, получается 100 долларов совсем, что ли? Ну, в общем, какая-то фигня. Ну, пересчитайте, по-моему, я не ошибся. То есть это 1%. А вот здесь, если вы приобрели недвижимость, понятно, что за 10 тысяч вы не приобретете недвижимость, хотя, может быть, скоро и можно будет купить недвижимость за 10 тысяч, не знаю. Так вот, вложив свои деньги или инвестировав в недвижимость, вы, сдавая ее в аренду долгосрочно, вы получите 6,44% годовых. Понятно, здесь надо будет, это не чисто операционный доход, а это, в общем, только доход, надо будет затратную часть вычесть, но все равно это безумие, друзья, то есть это, ну, это противоречит логике экономических, так сказать, процессов, которые протекают на территории Украины. То есть вот это просто не может быть. Поэтому, исходя из этого, делаем выводы, что буквально рынок аренды перегрет, и мы увидим, как увидели уже 3 месяца, как стоимость квадратного метра вот здесь снижается, так и будет снижаться рынок аренды. Это еще, друзья, знаете, с чем связано? Связано с тем, что прифронтовой город, промышленный центр, там достаточно много производят всего для военного, так сказать, ну, для войны. И, конечно же, достаточно много людей, специалистов живут, снимают квартиры, заработные платы там достаточно большие у людей, которые работают в военно-промышленном ВПК комплексе, да. Поэтому, возможно, с этим связано, то есть за счет людей, специалистов, которые
ну, их очень много, действительно. Кто-то служит, кто-то просто работает, да, но при этом ему надо где-то жить, снимать квартиру. Возможно, именно с этим связан, скорее всего, я так предполагаю, рост аренды в городе Днепр. Ну, посмотрим, друзья. Время же идет быстро. Я, опять же, всего лишь предполагаю, а как оно будет через месяц, запишем опять видео, и опять будет все понятно. Итак, друзья, останавливаю показ слайдов. И что? Ой, мы говорили о прогнозах, не говорили, а будем сейчас говорить о прогнозах. В целом 3% в годовом измерении, я напомню вам, что произошло с недвижимостью жилой. Так вот, я предполагаю, что все-таки по полпроцента каждый месяц, мы сейчас говорим о прогнозах за первое полугодие 2026 года, по полпроценту, а может чуть больше, а может чуть меньше, я не знаю, мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра жилой недвижимости. То есть для меня это объективная реальность. Еще раз повторяюсь, рынок недвижимости является сегментом экономики Украины. В данном случае есть такое понятие, как валовый региональный продукт именно, допустим, Днепропетровской области, где вот эти макроэкономические показатели развития экономики показывают, что происходит. Они, индексы также называются. Так вот, там все прям беда, друзья, вот честно, ну, все очень плохо, экономика в руинах. Работает только ВПК и все. Ну, вы же знаете, как оно работает, а завтра прилетело что-то и уже не работает, ни людей нету, ни оборудования, которое там производится. То есть это такая рулетка, что называется. Поэтому я предполагаю, что все-таки рынок недвижимости будет вести себя достаточно логично с точки зрения тех макроэкономических показателей, которые в целом характеризуют развитие экономики. То есть экономика падает, будет падать, конечно же, и стоимость квадратного метра. А рынок недвижимости характеризуется несколькими показателями. Это стоимостные показатели, мы о них поговорили. То есть стоимость квадратного метра будет снижаться. Следующий показатель, количество проданных квартир. Уже должны, вот не знаю, в марте месяце, раньше, до войны в феврале данная статистика была. Сколько будет продано квартир в целом по Украине, сейчас ее нет просто. Я предполагаю, что вот этот количественный показатель активности рынка, он также будет снижаться. То есть ну, нет покупателей, и какой смысл покупать в прифронтовом городе? Ну, это как бы безумие. Поэтому вот эти показатели, характеризующие рынок недвижимости, будут показывать нам, извините за тавтологию, будут показывать нам снижение. Запомните, по полпроцента снижаться стоимость квадратного метра будет в месяц. Итого мы где-то, сравнивая март, не марта, уже июнь 2026 года с июнем 2025 года, увидим снижение минус 1,5%, ну, возьмем так, а сейчас рост 3%. Итого где-то будет, вот первое полугодие динамика будет оставаться положительная, но уже плюс 1,5%. Не как сейчас 3%, а где-то плюс 1,5%. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке жилой недвижимости и не только, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить в видео. Можете также вопросы мне задавать. Я ну, писать, может, не буду в ленте, а вот отвечу, записывая очередное видео, отвечу на те вопросы, которые ну, мне задают, а как же не ответить. Я люблю общаться со своими подписчиками. А еще, друзья, вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые помогут вам, по крайней мере, не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.